Прокуратура города Алматы сейчас перепроверяет уголовное дело БК «Олимп». Восторжествует ли закон и справедливость в Новом Казахстане? Пересмотрят ли дело или снова закроют глаза на нарушения? На месте Олимпа завтра может оказаться каждый. Пересмотр дела Олимпа начался исходя из следующих доводов. Налоги были доначислены на сервис Bet Games, который спустя много лет внезапно объявили незаконным игорным бизнесом. Незаконный игорный бизнес налогами не облагается. Доходы от него конфискуются без дополнительного налогообложения. Из этого следует, что налог на Bet Games такой же абсурд, как налог на наркотики. Во время перепроверки состоялся допрос налогового инспектора Кожегельдиева, того, кто доначислил Олимпу свыше 90 миллиардов налогов. В ходе допроса Кожегельдиев признал, что не смог выделить обороты Bet Games из общего оборота Олимпа. Поэтому он решил не заморачиваться и объявил весь оборот Олимпа как законную букмекерскую деятельность. Именно этот факт несправедливости семьи сотрудников Олимпа пытаются донести уже несколько лет. Сначала деятельность Олимпа вдруг назвали незаконным игорным бизнесом, а затем Олимпу насчитали налоги, будто вся его деятельность была законной и обвинений в Bet Games вообще не существовало. Противоречие налицо. Олимпу заявляли, что дело не пересмотрят по заключениям частных специалистов. Но парадокс в том, что в деле Олимпа еще с 2020 года было заключение того же самого государственного налоговика Кожегельдиева о том, что незаконный игорный бизнес не подлежит налогообложению. То есть налоговый инспектор города Алматы Кожегельдиев дважды подтвердил правоту Олимпа. Это бесспорное основание для отмены ошибочных налогов. Но в старом Казахстане это оставили без внимания. В пользу Олимпа есть еще один весомый аргумент. В 2019 году аналогичные обвинения за Bet Games были предъявлены БК «Париматч», но налоги не доначисляли, что абсолютно правильно. А вот Олимпу в точно таком же деле налоги насчитали. Почему же именно к Олимпу применяются двойные стандарты? Дело Олимпа нужно рассмотреть как дело «Париматч» и отменить ошибочные 90 миллиардов тенге налогов. 19 апреля 2024 года в прокуратуре города Алматы состоялся прием защиты Олимпа с участием представителя Генеральной прокуратуры, следствия и сотрудника ДГД Кожегельдиева, где тот упомянул, что в налоговом кодексе нет нормы о запрете налогообложения незаконного игорного бизнеса. Данное заявление полностью противоречит его же заключению 2020 года, в котором он верно указал, что незаконный игорный бизнес налогами не облагается. В связи с этим Олимп обратился в Генеральную прокуратуру с заявлением о принятии мер по факту введения в заблуждение представителя Генеральной прокуратуры. Дело Олимпа – это тест на справедливость для нового Казахстана. Смогут ли принять объективное решение? От этого зависят не только судьбы семей несправедливо осужденных, но и доверие к правоохранительной системе страны.